Всем привет, ребята! Новый год не за горами. И я знаю, что очень многие из вас хотят подготовиться к этому празднику. Для многих какой-то праздник или какое-то определенное время в году, или, допустим, день рождения, является хорошим стимулом для того, чтобы начать какую-то свою новую спортивную жизнь или приучить себя к правильному питанию. И следующие 2 месяца, ноябрь и декабрь, у нас будут месяцами подготовки к нашему Новому году, к нашей новой жизни. Не зря я сейчас стою на кухне, как вы заметили, потому что именно здесь, на кухне, начинается наш новый путь к новому телу, потому что около 70% вашего успеха – это именно питание. Поэтому сейчас я начну с советов, которые помогут в вашем питании, а потом мы уже перейдем к календарю тренировок. Самое банальное и самое важное правило – это помните, что энергия с углеводов и жиров, она должна как-то тратиться, потому что если вы потребляете больше, чем вы тратите, по логике вещей, вы никак не будете худеть, и вы будете стоять на месте, а то еще больше набирать даже вес. Поэтому всегда рассчитывайте 1 грамм жиров на 1 килограмм вашего веса и примерно 5-4 граммов углеводов на килограмм вашего веса. Все подробности, все формулы расчетов уже давным-давно есть на моем канале, я обязательно оставлю ссылочку, где вы можете еще подробнее это все рассчитать. Постарайтесь в начале этого месяца приучить себя готовить немножечко иначе. Блюда не будут ни в коем случае какими-то невкусными, они будут более правильными. То есть, к примеру, если вы привыкли что-то жарить, старайтесь это запекать. Если вы привыкли запекать, старайтесь это варить. В общем, постарайтесь как-то перестроить ваши рецепты на то, чтобы еда подвергалась как можно меньше термической обработке. Это, в принципе, и есть суть правильного питания, как можно меньше термической обработки. Я 300 миллионов раз повторяю одно и то же, что любое правило нужно всегда применять на себе и давать своему организму какое-то хотя бы время, чтобы вы поняли, действует ли это правило на вас. К примеру, допустим, с молочными продуктами. Кто-то отекает от них вечером, кто-то нет, кто-то может пить больше воды, кто-то от яблок больше хочет кушать. Неважно, всегда какие-то правила старайтесь применить на себе и старайтесь адекватно подумать, как они работают для вас или нет. Я все-таки стараюсь адаптировать этот ролик под ваши страны, потому что сейчас во Флориде у нас очень много фруктов и овощей свежих, а у вас их нет, к сожалению, поэтому я понимаю, что у вас сейчас очень много консервации. И что касается консервации, то здесь будьте, конечно, очень осторожны, потому что это не лучший вариант употребления таких продуктов, если вы, допустим, худеете или хотите что-то изменить в своем питании. Более-менее старайтесь есть все как можно свежим. И если, допустим, у вас там соленые огурчики, я тоже, конечно, их очень люблю, но старайтесь это все есть хотя бы в первой половине дня до 6 вечера, и, естественно, в 6 часов вечера вы потом можете кушать. Но старайтесь, опять же, минимизировать консервацию. Что касается спортивного питания, то первый продукт, который я бы вам посоветовала, человеку, который хочет что-то изменить в своем питании, и человеку, который очень любит сладкое, это, конечно же, казеин. Потому что у меня, и я думаю, у вас тоже, к вечеру просыпается какой-то монстрик, который хочет просто рыскать по всяким шкафчикам, искать, чтобы съесть, и в этом случае казеин очень сильно спасает, потому что, естественно, это медленный белок, который, в принципе, и нужен нам к вечеру, потому что если вы, допустим, тренировались и к вечеру попили казеин, то восстановление во сне пройдет еще качественнее. Поэтому я рекомендую именно казеин, в особенности, если вы найдете вот эти дропсы, которые я вам когда-то показывала от Meal to Go, то это будет вообще очень классно, и казеин тоже, кстати, очень качественный. Очень многим известна эта ситуация, когда советуют тренироваться на голодный желудок, на пустой желудок, сразу же делать какое-то бешеное кардио или бешеную тренировку. Я ни в коем случае не советую вам это выполнять, даже если процесс жиросжигания будет идти гораздо быстрее и лучше. Но вы получите такой стресс для вашего организма, что это может обернуться неизвестно какими проблемами для вас. Поэтому обязательно кушаем. Может быть, это будет простой какой-то небольшой перекус в виде яблока, банана перед вашей тренировкой, потренировались, и потом уже у вас настоящий такой полноценный завтрак, поэтому никогда не тренируйтесь на голодный желудок. Но, естественно, нам хочется как-то ускорить этот результат, сделать его более качественным, поэтому еще один такой небольшой помощник, я еще раз выделяю это слово небольшой, потому что питание, тренировки и спортивное питание, это уже на 3-м месте у нас стоит, это может быть L-карнитин. L-карнитин может быть в разном виде, в порошковом, в таблетированном или в жидком виде. У меня на данный момент сейчас именно в порошковом виде, я его добавляю в воду, допустим, 200-300 мл, чуть-чуть меньше, чем чайная ложка, естественно, все индивидуально рассчитывается, и он просто поможет вам ускорить процесс жиросжигания. Но, естественно, это не панацея от всего, вы должны действительно заниматься спортом,
не то чтобы сидеть на тренажере, смотреть в телефон, дрыгать ножками и думать, когда же он заработает. Питание у вас тоже должно быть сбалансированное, и только в этом случае это спортивное питание может работать. Ну а дальше мы переходим к календарю наших тренировок, домашних на этот месяц. Я знаю, что вы многие заждались этих календарей. Если они вам понравятся вот с такими вот советами к питанию, то обязательно ставьте пальчики вверх, я буду знать об этом. И переходим к календарю. Естественно, этот календарь, как и прошлый, это всего лишь пример по дням, как вы должны тренироваться. В одной неделе у нас 3 тренировки, в другой у нас 4. Я стараюсь миксовать, чередовать и увеличивать нагрузку с каждым днем. Но если у вас, допустим, занят понедельник, пожалуйста, перенесите на тренировку на вторник, но самое главное правило — это давать себе хотя бы один день отдыха. То есть вы можете чередовать эти дни, как вам хочется, главное, выполняйте заданный план тренировок. Но это еще не все. Я знаю, что мои речи как-то немногих вдохновляют на перемены, в плане того, что да, вот она сказала какие-то советы, вот уже и тренировки на блюдечке, но как-то не знаю, но не сильно мне хочется тренироваться, если честно. Так что некоторых лентяев иногда нужно мотивировать только призами. И тут я для вас тоже что-то подготовила вместе с брендом спортивного питания Meal2Go. Вы уже знакомы с этими ребятами, мы частенько устраиваем какие-то конкурсы или марафоны, так что в этот раз они тоже подготовили для вас призы. Так что тренируйтесь по моему календарю, не пропускайте тренировки, делайте все действительно на совесть, как говорится, используйте мои советы по правильному питанию. И в описании под этим роликом я еще оставлю подробности, как можно получить призы от Meal2Go, но самое главное — быть самым активным и показать, какой же у вас классный результат. Так что я вам желаю удачи. Все ваши вопросы по поводу тренировок, советов о питании и так далее пишите в комментариях, опять же. Я постараюсь на все самые главные ответить. И мы с вами встретимся в следующем ролике. И не забудьте, что в декабре у вас будет еще один целый месяц тренировок вместе со мной. Пока!